Второй вечер вымышленного мирового тура Hero of Bank в Мюнхене начался с еще большего волнения, чем первый концерт. За несколько часов до открытия ворот стадиона тысячи фанатов уже собрались снаружи, заполнив улицы фиолетовыми баннерами, светящимися палочками и песнями, которые разносились по всему городу. Люди приехали со всех уголков Европы и издалека, чтобы провести еще один незабываемый вечер с BTS. Никто не знал, что самым большим сюрпризом вечера окажется не новая песня, не специальный гость и не сложный сценический эффект. Вместо этого это окажется простой футбольный мяч. Когда свет на стадионе погас и завершились первые выступления, атмосфера уже была наэлектризована. Все места были заняты, и море светящихся фиолетовых палочек тянулось от первого ряда до самого верхнего яруса зала. После энергичного выступления участники собрались в центре сцены, улыбаясь и переводя дыхание. Чингук игриво улыбнулся в сторону зрителей, а затем быстро обменялся взглядом с RM. «Может, покажем им наш сюрприз?» — спросил он. Толпа тут же разразилась ликующими возгласами. Никто не понял, что он имел в виду. Через несколько секунд несколько членов сценической команды выкатили два небольших футбольных кольца и поставили их по разные стороны от расширенной сцены. Через мгновение под яркими сценическими огнями появилась корзина, наполненная футбольными мячами. Зрители ахнули. Смех и восторг прокатились по стадиону, когда фанаты поняли, что вот-вот произойдет нечто неожиданное. Джин поднял один из мячей и в шутку покрутил его на пальце, после чего тот быстро упал на сцену, вызвав всеобщий смех. «Думаю, я оставлю трюки Чингуку», — пошутил он. Толпа разразилась смехом. Чингук шагнул вперед и небрежно несколько раз подбросил мяч ногой, а затем плавным движением перекинул его через плечо. Зрители зааплодировали еще громче, когда он улыбнулся и помахал рукой. «Это не соревнование», — засмеялся он. «Мы просто здесь, чтобы повеселиться вместе». Участники разделились на две игривые команды. RM, Джин и J-Hope стояли с одной стороны, а Чингук, Чимен, Ви и Шуга с другой. На светодиодных экранах появился гигантский обратный отсчет, превративший сюрприз в дружеское соревнование. Первая игра была простой, нужно было передать мяч каждому товарищу по команде, не давая ему коснуться сцены. Когда обратный отсчет достиг нуля, стадион взорвался от восторга. Чингук аккуратно передал мяч Чимину, который с улыбкой отдал его Ви. Ви попытался сделать стильный пас пяткой, который удивил всех, включая его товарищей по команде. Шуга рассмеялся, сумев удержать мяч в игре, прежде чем отправить его обратно Чингуку. На противоположной стороне RM аккуратно контролировал мяч, прежде чем передать его J-Hope, чья энергичная работа ног вызвала бурные аплодисменты толпы. Джин попытался эффектно пробить слета, но случайно ударил по мячу гораздо выше, чем ожидалось, заставив всех, включая самих участников, расхохотаться. Соревнование быстро перестало быть направлено на победу и стало больше на наслаждение моментом. Каждый успешный пас вызывал одобрительные возгласы. Каждая забавная ошибка вызывала еще более громкий смех. Атмосфера на стадионе «Новый век» превратилась в праздник музыки, дружбы и чистой радости. После нескольких минут игривого футбола Чингук указал на одни из мини-ворот. «Думаю, пора оспорить пенальти», — сказал он. Зрители ответили оглушительными аплодисментами. Каждый участник по очереди пытался пробить по воротам. RM едва не попал в штангу. Удар Чимена мягко закатился в угол ворот, вызвав бурные овации фанатов. Ви отпраздновал свой гол преувеличенным победным танцем, который рассмешил весь стадион. Джин в шутку попросил еще один шанс, сделав вид, что первая попытка не засчиталась. Даже Шуга, обычно спокойный и сдержанный, широко улыбнулся, забив красивый гол.
Наконец остался только Чингук. Он аккуратно поставил мяч на сцену и отступил назад. Стадион затих. Тысячи фанатов с нетерпением наблюдали за происходящим. Чингук сделал короткий разбег и чисто ударил по мячу. Футбольный мяч пролетел по идеальной дуге, ударился о перекладину и отскочил в ворота. На долю секунды толпа замерла. Затем стадион взорвался аплодисментами. Фиолетовые светящиеся палочки бешено развивались, а крики радости разносились по всему залу. Участники группы бросились к Чингуку, смеясь и празднуя этот забавный гол, словно только что выиграли чемпионат. Чингук поклонился зрителям, а затем указал на фанатов: «Этот гол для всех вас». Толпа ответила еще одним оглушительным ревом. Чтобы сделать сюрприз еще более запоминающимся, участники группы подписали несколько специальных фиолетовых футбольных мячей серебряными маркерами. Один за другим они аккуратно бросали подписанные мячи в разные сектора зала, позволяя счастливчикам забрать домой уникальный сувенир с вымышленного концерта. Каждый пойманный мяч был зеленым. Под аплодисменты тысячи Ярэ-Амуай, которые праздновали вместе, независимо от того, кто получил подарок. Когда футбольный челлендж подошел к концу, участники собрались в центре сцены. Чингук посмотрел через море фиолетовых огней и улыбнулся. «Мюнхен, спасибо, что сделали этот вечер таким особенным». Зрители ответили искренним хором приветствий и аплодисментов. Футбольные ворота тихо убрали со сцены, пока группа готовилась к следующему выступлению. Перед началом музыки каждый участник BTS сложил руки в форме большого сердца, обращенного к зрителям. Мгновенно десятки тысяч фанатов ответили тем же жестом. На одно прекрасное мгновение весь стадион превратился в море светящихся фиолетовых сердец. Музыка зазвучала снова, и концерт продолжился с еще большей энергией, чем прежде. Приветствия продолжались еще долго после того, как последний футбольный мяч закатился в мини-ворота. Вместо того, чтобы сразу перейти к следующей песне, участники стояли вместе в центре сцены, смеясь и вспоминая самые смешные моменты неожиданного челленджа. Джин указал на Чингука с преувеличенным выражением недоверия. «Думаю, он тайно тренировался для этого», – пошутил он. Зрители разразились смехом. Чингук быстро покачал головой. «Ни за что. Мне просто повезло». Его скромный ответ только усилил аплодисменты фанатов. Тем временем Чимен подошел к одному из футбольных мячей, все еще лежавших у края сцены. Он осторожно пнул его в сторону Ви, который с удивительной точностью поймал его, а затем с игривой улыбкой отправил обратно. Зрители аплодировали каждому простому прикосновению. Что сделало этот момент таким запоминающимся в этой вымышленной истории, так это не сам футбольный мяч, а то, как 7 участников наслаждались моментом без всякого давления, просто смеясь вместе с десятками тысяч фанатов. RM оглядел огромный стадион, прежде чем заговорить в микрофон. «Мюнхен!» Оглушительный рев разнесся по залу. «Вы подарили нам сегодня столько энергии». Тысячи фиолетовых светящихся палочек начали раскачиваться из стороны в сторону. Участники на мгновение замерли, наслаждаясь захватывающим видом. Даже съемочная группа остановилась, чтобы полюбоваться морем фиолетового цвета, растянувшимся по всем секциям стадиона. Вдруг Джей Хоуп захлопал в ладоши. «У меня есть еще одна идея», — сказал он. Зал мгновенно зашумел. Несколько сотрудников быстро раскатили маленькие конусы, расставив их по всей расширенной сцене. Участники обменялись забавными взглядами. Чингук рассмеялся. «Полоса препятствий». Джей Хоуп восторженно кивнул. Задание было простым. Каждый участник должен был вести футбольный мяч вокруг конусов, прежде чем забить в мини-ворота. Побеждает тот, кто быстрее всех. Зрителям идея понравилась. На светодиодных экранах появился гигантский таймер. RM вызвался начать первым. Он осторожно вел мяч вокруг каждого конуса, так сильно концентрируясь, что другие участники не могли перестать смеяться. Когда он наконец забил, он поднял обе руки вверх, как будто празднуя победный гол. Толпа разразилась аплодисментами. Следующим был Шуга.
Он спокойно и плавно прошел полосу препятствий, прежде чем аккуратно забить мяч в сетку. Джин тут же драматично зааплодировал. Профессионал. Все рассмеялись. Поворот Чимена вызвал еще больше восторга. Он потанцевал вокруг одного из конусов, прежде чем забить мяч в ворота и отпраздновать это энергичным кручением, от которого зрители зааплодировали еще громче. Ви последовал его примеру в своем игривом стиле, делая вид, что комментирует самого себя во время ведения мяча. Участники так сильно смеялись, что едва могли стоять на ногах. Наконец Чингук вышел вперед. Стадион заметно затих. Он улыбнулся зрителям, прежде чем начать забег. Его движения были расслабленными и контролируемыми. Футбольный мяч оставался близко к его ногам, когда он обходил каждый конус. На последней отметке он аккуратно забил мяч в мини-ворота. Зрители разразились оглушительными аплодисментами. Вместо того, чтобы праздновать в одиночестве, Чингук тут же пригласил остальных участников обратно в центр сцены. «Это был не мой вызов», — сказал он с улыбкой. «Это был наш вызов». Участники встали плечом к плечу, пока толпа аплодировала. Атмосфера на стадионе была теплой и радостной. В качестве финального сюрприза на сцену вынесли несколько футбольных мячей, украшенных фиолетовым цветом. Каждый участник подписал их серебряными маркерами. Один за другим они аккуратно перебрасывали подписанные мячи в разные секции зрительного зала. Каждого счастливчика, поймавшего мяч, встречали аплодисментами все, кто находился рядом. Участники улыбались, наблюдая, как фанаты вместе празднуют. Чингук еще раз оглядел стадион. «Надеюсь, этот вечер подарит вам воспоминания, которые вы всегда будете хранить». Толпа ответила оглушительным хором аплодисментов и приветствий. Футбольные ворота медленно убрали со сцены, пока группа готовилась к следующему музыкальному выступлению. Фиолетовые огни залили стадион, когда из динамиков раздались первые ноты следующей песни. Прежде чем занять свои места, 7 участников собрались вместе. Они стояли в центре сцены. Они низко поклонились зрителям. Тысячи фанатов ответили им поклоном со своих мест. На несколько тихих секунд стадион наполнился не громкой музыкой, а чувством признательности между артистами и фанатами. Затем свет снова засиял. Первый удар следующего выступления сотряс стадион. Зрители вскочили на ноги и начали подпевать с первой же ноты. Хотя футбольный матч закончился, его радостный дух сохранялся на протяжении всего вечера. В этой вымышленной истории фанаты позже запомнят второй вечер в Мюнхене не только из-за музыки, но и из-за неожиданной игры, которая принесла улыбки, смех и чувство единства всем, кто находился на стадионе. Когда концерт возобновился, энергия от игривого перерыва, казалось, добавила дополнительный слой волшебства в их хореографию. 7 участников двигались с идеальной синхронностью во время исполнения своих хитов, но их выражения лиц оставались удивительно расслабленными, изредка обмениваясь многозначительными взглядами, отсылающими к их предыдущим футбольным выходкам. Ослепительные сценические лазеры прорезали ночное небо Мюнхена, освещая пот на их лбах и искреннюю радость в глазах. Каждый раз, когда кто-то из участников приближался к расширенной сцене, где были установлены мини-гольф-зоны, толпа игриво приветствовала его аплодисментами, вспоминая беззаботное соревнование, которое только что состоялось. Когда финальные аккорды на бис разнеслись по стадиону Нью-Центре, в ночь взмыло в небо захватывающее зрелище фиолетовых фейерверков, раскрашивающих облака яркими красками. Участники задержались на сцене дольше обычного, пробегая от одного конца до другого, чтобы помахать на прощание каждой секции. Конфетти сыпалось, как мерцающий снег, отражая свет прожекторов стадиона и мягко падая на колышущееся море светящихся палочек. Джин послал свои фирменные воздушные поцелуи, а Чимен и Ви в последний раз сложили в одно гигантское сердце руками, наслаждаясь оглушительными криками благодарности десятков тысяч фанатов, разделивших этот незабываемый вечер. Даже после того, как погас свет на сцене и стадион начал постепенно пустеть, улицы Мюнхена оживились оживленными разговорами.
Группы фанатов шли плечом к плечу в прохладном ночном воздухе, пересматривая видеоролики на своих телефонах и смеясь над эффектным ударом Джина или идеальным пенальти Чингука. Те, кому посчастливилось поймать подписанные фиолетовые футбольные мячи, бережно хранили их, словно бесценные сокровища, мгновенно становясь местными знаменитостями среди уходящей толпы. В истории вымышленного мирового тура «Эра Банк» этот второй вечер в Германии навсегда останется в памяти не только как впечатляющее музыкальное шоу, но и как прекрасное свидетельство непринужденной, чистой связи между 7 артистами и их любимыми фанатами. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за их любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденными фактами.